Впервые узнал я про Hearthstone, естественно, как и многие, наверное, на презентации BlizzCon, если я не ошибаюсь. И меня сразу заинтересовала игра в целом, потому что короткие игровые сессии, вроде бы интересно, быстро, экшеново. И в итоге просто в один прекрасный момент получил ключик на бету, чуть-чуть буквально поиграл, несколько матчей, и все, и затянуло фактически. При этом не тратя ни копейки денег, просто активно играя, добился того, что сейчас могу позволить себе практически все там колоды, которые сейчас есть. Но это на самом деле мне нравится, то, что можно без каких-то вложений, путем просто усилий действительно добиваться хороших результатов. Ну, аренки максимальные я выбивал в хаесике, естественно, хотел сказать, потом вспомнил, что действительно не у всех это получается, но это возможно, нужно просто чуть больше играть, чем среднестатистический человек. В ранкеде, кажется, первым рангом я заканчивал, и там не хватало 2 звездочек в одном сезоне. Я очень сильно воевал до 12 ночи, и когда, как это обычно бывает, в последней игре побеждаешь, ну, мне все равно не хватало в любом случае, так что тут уже нельзя сетовать. Изначально я не планировал заниматься Hearthstone в плане рабочем. Я просто, как уже говорил, в него поигрывал там, периодически где-то там по пути на работу или с работы, и так в перерывах между матчами по доте. Но со временем произошло то, что оказалось неожиданно на профессиональной сцене совсем дефицит комментаторов. Я не понимаю, как это возможно. Вроде бы Hearthstone достаточно понятная дисциплина и ниша как бы свободна, то есть ребята налетай. Но в итоге все сложилось именно так, что Dota теперь немного комбинируется с CS. Да, немножко это уплотняет график, чуть меньше свободного времени, но в принципе оно того стоит. Если сравнивать Hearthstone и Dota, то общее это, наверное, эмоции, переживания, все те, которые нам дарит киберспорт, естественно. Ну и любые другие виды спорта, если уж на то пошла речь. Ну, различий, конечно же, намного больше, чем сходств, кроме серьезного эмоционального всплеска, особенно этот рандом в Hearthstone, это просто нечто. То есть в Доте ты не можешь этим насладиться. Там элемент везения сведен ну, практически к минимуму, а в Hearthstone, наверное, этим и привлекает. Опять же, возвращаясь к сравнению в игровом теперь уже плане, Hearthstone и Dota, они немного разные в плане, не знаю, как-то личностно, потому что Доту ты сидишь, ты хочешь попотеть, ты хочешь действительно серьезно настроиться, ты тратишь, ну, там, час своего времени, грубо говоря, и выкладываешься на полную весь этот, там, час. В Hearthstone ты сел где-то в туалете, взял в одну руку баллончик с дезодорантом, читаешь инструкцию, второй рукой, там, вводишь по планшету. Все очень просто, и поэтому, ну, сравнивать эти игры, то есть, стал бы я играть в Hearthstone вместо Доты? Нет, но между партиями в Доту почему бы и нет. В Hearthstone'ерах, если их сравнивать с Dota комьюнити, особенно, наверное, является то, что оно не такое агрессивное, возможно. Все-таки в Доте, ввиду того, что есть внутриигровой чат, в первую очередь, там во время каждой игры ты получаешь огромную массу удовольствия, просто потому что тебя постоянно поливают грязью, ты всех поливаешь грязью. В Hearthstone этого нет. Ты молча горишь, ты молча негодуешь, но игра заканчивается, ты понимаешь, что это была всего лишь игра, и как-то успокаиваешься. Поэтому даже при встрече с людьми, ты, ну, с которыми ты там играл, проиграл, там, везение, невезение, без разницы просто, ты относишься к этому более как-то снисходительно. И поэтому Hearthstone'еры по своей натуре, они просто более такие позитивные, что ли, или доброжелательные люди. Хотя я дотеров, таких, что прям совсем неадекватных, пока, слава богу, не встречал. Но ходят слухи. Так как я уже достаточно долго работаю комментатором, то я привык адаптироваться к новым коллегам, которые мне иногда попадаются буквально в первый раз. И сразу приходится как-то подстраиваться под их стиль. У каждого человека, естественно, своя манера поведения во время эфира. И с Олесей получилось работать достаточно неплохо, легко комментируется, легко ведется разговор. Шуточки вроде бы воспринимаются неплохо, и ее мной, и мои ей. Это, наверное, главный залог успеха. Так что пока все вроде бы идет замечательно. Я изначально интересовался Hearthstone именно как киберспортивной дисциплиной. Я очень негодовал, когда не было обсервер-мода, когда эти турниры выглядели совсем коряво, но
именно соревновательная составляющая всегда была интересна, начиная с первого BlizzCon. Это мне реально топил. Меня даже после этого BlizzCon, ввиду того, что я был типа задрот, Артосис, там из компании, они тогда позвали на турнирчик, на какой-то один из первых, там даже деньги какие-то были. Ну, естественно, я там слил просто мясо, потому что я еще был нубасос. Но соревновательная составляющая действительно сразу меня покорила. Я сразу понял, что будет толк из этой игры. Если речь идет конкретно об игроках, то я не могу выделить каких-то турнирных игроков, которые мне бы сильно нравились. Ну, типа, как бы все хорошо играют и ничего особенного. А вот именно в плане стриминга, в плане проведения трансляций, естественно, можно выделить, например, того же Рейнада, который супер харизматичный чувак, который, ну, просто, опять же, естественно, ведет себя на камеру, и он, ну, очень крут. Но, к сожалению, он сейчас что-то немного отошел от дел, поэтому, видимо, его все меньше и меньше. Из таких выдающихся личностей, возможно, я бы еще, наверное, выделил Дога, потому что я за ним следил еще, когда это не было мейнстримом. И сейчас видно, что парень очень серьезно поднимается, и именно на турнирной вот этой основе, а не просто как стример. Хотя он и отмечает то, что это является одной из его целей стать топовым стримером, ну и, собственно, играть на турнирах попутно. Hearthstone как кибердисциплина очень хорош тем, что его можно постоянно дополнять. Это не какая-то игра тяжелая, с очень большим... Ну, переменных тут действительно хватает, но изобретать новые механики, новые принципы действия карт, это еще можно делать. Возможно, через года 2, 3, 4 идеи себя исчерпают, но, судя по опыту тех же там Magic the Gathering и прочих карточных игр коллекционных, они живут уже там десятилетиями, и все с ними нормально, так что почему бы и Hearthstone не прожил столько же. Hearthstone сам по себе, наверное, это часть приятного досуга, потому что не всегда получается заниматься тем, что тебе хочется, ты не всегда можешь куда-то сходить отдохнуть или куда-то, не знаю, съездить, да, там, посетить какой-то там боулинг, картинг, что угодно. Поэтому ты довольствуешься малым по пути в маршруточке на работу, с работы, куда-то в гости. Тем более, если ты это делаешь один. Ну, Hearthstone, он действительно заменяет вот это пустое время, которое у людей в наши дни, оно просто изобилует. Очень много уходит времени на транспортировку себя в различные места. Так что, ну, наверное, Hearthstone в первую очередь это именно такое развлекуха для души. Любая игра сама по себе, она, я имею в виду та, которая относительно киберспортивная дисциплина, она уже сама по себе тренирует человека, потому что логика, в первую очередь, это машина. То есть ты играешь на компьютере, который работает с цифрами, это непоколебимая логика. И тут не может быть каких-то «а что вдруг», «а что если», а это работает не так. Так, 2 плюс 2 равно 4, и поэтому если вы увлекаетесь тем же Hearthstone, или StarCraft, или Дотой, любой сложной или не совсем сложной игрой, вы определенно тренируете свой мозг. Не стоит с этим перебарщивать, не стоит слишком серьезно к этому относиться, нужно просто понимать, что это очередная тренировка для ума.